Всем привет! Сегодня я хочу порассуждать на тему копирования, плагиата именно в сфере рисунков и художества, так сказать. Предыстория. Когда я училась в театрально-художественном, у нас был такой странный предмет зарисовки, и толком никто не мог понять вообще, что это такое, зачем оно нам нужно. Нам поставили нового преподавателя, которая тоже не очень понимала, что это такое, но канонично этот предмет нужен для того, чтобы художники по гриму и костюму могли проследить историю силуэта, изучить, какие были прически, костюмы и так далее, зарисовать это, потому что очень многое, что происходит из запоминания, когда ты копируешь какую-то работу, какой-то костюм, прическу, ты разбираешься, вдаешься в детали, в общем, это помогает запоминать весь этот объем. У нас была отдельная история прически и отдельно зарисовки. В общем, вот какой-то такой вот немножко странноватый предмет, который никто не знал, как это все делать, но на второй год, когда нам его преподавали, тот преподаватель, которого нам назначили, она, в общем, решила, что нужно что-то делать, нужно действовать, и она давала нам копировать работы. За счет того, что я на художника по гриму училась, нам нужно было человеческие лица разных разных копировать. Мы копировали от Альфонсо Мухи до аниме, то есть очень разные техники пробовали, разные эпохи, разных художников. И на тот момент я совершенно не понимала, зачем это нужно. Это была какая-то катастрофа, особенно когда нам дала копировать Альфонсо Муху. Я тогда вообще ничего не поняла, потом я, конечно, в него влюбилась абсолютно, у меня много работ в его стиле было потом, но суть в том, что, в общем, на тот момент я совершенно не понимала, зачем это вообще нужно, что мы вообще делаем, но со временем, вы знаете, я поняла, в чем была задумка, потому что, когда ты копируешь чью-то работу, именно копируешь, ты понимаешь, как там все устроено. То есть ты вникаешь, ты понимаешь, где какой свет, цвет, как форма передается, как передаются линии и так далее. А за счет того, что преподаватель давала нам очень разные жанры, мы очень большой диапазон изучали. То есть и в аниме там есть свои каноны, как передается светотень, как передаются волосы, мы, по-моему, с витражей даже перерисовывали, как в витраже из кусочков создается объемное лицо, то есть как там свет, тень играет и так далее. То есть мы погружались, по сути, в этот стиль, и мы изучали его, и это давало нам бонусы впоследствии. То есть за счет того, что нам нужно было многое рисовать потом во время эскизов, это реально улучшило эскизы, наброски, которые мы потом делали, потому что за счет этого расширился диапазон возможных техник, всяких приемчиков, примочек и так далее у каждого из нас, кто копировал, потому что некоторые бездумно это все делали, но вот я, когда включилась в этот процесс, поняла, я, конечно, взяла очень много. Поэтому я очень даже за копирование, но такое вдумчивое и разумное копирование, потому что за счет этого вы можете очень много чего почерпнуть. Конечно, если вы просто будете бездумно это все делать, просто переносить цветовые пятна, не погружаясь в ту технику, которую в которой творит автор, то это одно дело, да, вы просто будете копировать. Но если вы подойдете с той точки зрения, чтобы взять максимум от той картины, которая вам, например, понравилась, не знаю, какие-нибудь там пейзажи вам понравились, и вам нравится, как изображено это все, я вам очень советую взять очень хорошее разрешение этой картинки. Если у вас нет вживую, если это какое-нибудь там изображение, которое вы нашли в интернете, постарайтесь максимально найти хорошее изображение и начать с того, чтобы приближать его очень сильно и смотреть, какое направление мазков или заливок, или штрихов. То есть вам нужно прям очень точно туда погрузиться, почитать про самого художника, какой был у него путь, что он делал, где он учился и так далее, для того, чтобы лучше понять, почему именно так он это все изображает, что именно он изображает, что он делает, как он все это делает и так далее. И это поможет вам познать больше, научиться больше. То есть это такой прям, будет ваш личный преподаватель, который вам рассказывает о какой-либо технике, но вы сами просто это делаете. Да, скорее всего, вы не будете этим всем пользоваться, что вы обрели, но что-то самое хорошее, что-то самое интересное вы можете подчеркнуть, потому что, например, из Альфонсо Мухи я взяла то, как он работал с линиями, с линером, то есть как он варьировал толщину, как он выделял этих девушек на фоне, как он
делал цветы и так далее. То есть очень много деталей, каких я у него почерпнула. Из аниме я почерпнула, как можно быстро и легко сделать волосы, очень графично, но очень объемно, и отдельные волосины, вот это все я очень много чего почерпнула. Из витражной, кстати, техники я потом долго еще тоже делала разные витражи, такие небольшие картины витражные. Это тоже заставляет подумать о том, как разбить на секторы лицо, так, чтобы оно было объемным, но так, чтобы каждый кусочек был определенного цвета. Когда нет возможности делать мягкие переливы, у вас есть только вот там 3 цвета, вам это все нужно сделать. Это очень интересный опыт. Поэтому если копировать с точки зрения получения опыта, получения каких-то новых техник и обучения, это прекрасно и замечательно. По поводу плагиата, в последнее время это остро достаточно стоит, потому что раньше такого не было обильного, потому что художники просто очень мало выставляли своих работ, они были только вживую, где-нибудь там в галереях, еще что-то. Сейчас же это все в свободном доступе, в Инстаграме, на Ютубе, на каких-то платформах. Просто в поисковике иногда бывает вирусятся какие-то картинки. И любую вашу работу могут скопировать, и вы можете скопировать любую работу. Но здесь суть в том, что когда вы кого-то копируете, и если вы хотите выставить эту работу на всеобщий обзор, то, конечно же, нужно указывать авторство. Даже если вы просто вдохновились в какой-то технике, какого-то определенного автора нарисовали, обязательно нужно указывать. Это, во-первых, проявление уважения к другому человеку, потому что если бы это было с вами, то вам бы, конечно, хотелось, чтобы указали вас. И с другой стороны, если вы прям сильно, прям четко копируете, обязательно нужно указывать, и нельзя на этом зарабатывать. То есть, да, есть люди, которые делают официальные копии, это другой вопрос, но если вы просто полностью скопировали работу другого человека, то наживаться на этом, это не очень этично, как бы считается. Очень простой пример с плагиатом и монетизацией на YouTube. Там на YouTube можно использовать, конечно, любую музыку, но если вы берете чужую музыку, то YouTube вам предлагает либо полностью отключить монетизацию, то есть вы не можете зарабатывать на этом видео, потому что вы использовали чужой труд, чужую музыку. Либо, если вы включаете монетизацию, то вся монетизация идет владельцу этих прав, этой музыки. И мне кажется, это честно. То же самое с работами, с художественными работами. Так что, когда вы копируете работу другого человека, лучше просто получайте опыт, получайте новые техники, получайте уроки, которые вы можете оттуда извлечь. Если вы хотите предоставить где-нибудь, опубликовать, точнее, эту работу, то указывайте первоисточник, указывайте, кто вас вдохновлял, кто вас направлял и так далее. Я думаю, и человеку тоже будет приятно, если он, узнает, заметит. Это всегда очень лестно, честно. И постарайтесь не наживаться на чужой работе, если это не ваша профессия, если вы не профессиональный создатель копий. Но, как говорится, это уже совсем другое дело, так что, надеюсь, у вас все будет хорошо, и на вас никто не будет возмущаться, что вы скопировали и кого-то не указали. Все, мои хорошие, подписывайтесь, ставьте лайк, до следующих видео, пока-пока.